тихо, Все, тихо. не бойся. Тихо, Всё, тихо, тихо, малыш, малыш, все. Не бойся, боже, какой напуганный ребенок. Что там клещи, мы не знаем, что с Не ним. знаю, там что-то прилипло. Боже, боже, такое дитё испуганное. Все. Не бойся, не отцепляй, пока ему больно, чтобы не было. Все, Аккуратненько, тихо, не кричи. Зайчик маленький, ну не бойся. Не бойся. Не бойся, что ты так боишься? Боже, что ты так боишься? Боже, мой дитя малое. Томочек, что ты так боишься? Еще раскорячился. Пополз в уголочек. Привет, Дымочек. Привет, мальчик. Привет, зайчик. Что ты вот эту пеленочку сбил? Нам тут рассказали, что как тут с тобой. Иди сюда, маленький, не бойся. Господи, ты красотуся моя боится так. Тихо. Иди сюда. Боже, уписался сразу. Маленький Дымочек. Ой, ребят, сделали ему анализы. В общем, у него 2 вида глистов обнаружено. Притом из него выходят камни. Он на улице ел от голода камни. Наелся. В общем, там какие-то вылазят из него такое, что сейчас кошмар. Живот очень большой, газики. Так что ситуация, конечно, с ним, я даже не знаю, если сейчас еще проявится от клеща, потому что, болезнь. Друзья, смотрите, кто тут виляет хвостиком. Давайте откроем. Ого! Привет, малыш! Привет! Тебе уже не так страшно? Или страшно писаешь прям данную секунду? Ну, уже чуть-чуть, уже хвостиком виляет. Ну все, отойдите. Отойди, ничего, начинаю доверять людям. Смотрите, какой хороший, это Дымочек. Ну, все, молодец, конечно. Показал всем, как ты умеешь. Малыш, сегодня он себя чувствует достаточно хорошо. Не могу дотянуться, иди. Вот такая. Давай, иди сюда. Давай. Вот ты можешь уже, да? Смотри, ты можешь, никто тебя не обижает. Фу, нельзя. Только прикасаешься к нему, конечно, он сразу так вот сейчас. Вот прикасаешься к нему и сразу потекло. Зайчик. Пока еще остается в клинике. Хороший такой. Да. Кто у нас такой звонкий, чудесный охранник тут? Кто у нас тут такой? Кто ты? Узнаете, ребят? Это Дымочек, вот этот несчастный маленький мальчик. Ну, все равно смотрим, демонстрирует. Писает. Страх. То есть он он понимает, что вроде мы не обидим его. Это ж надо было так ребенка обижать, что он, ребенок, вроде хвостиком виляет, мы же тебя любим. Иди сюда. Мы же тебя не обидим. Страшно. Не надо бояться, иди сюда. Иди сюда, давай. Иди сюда, иди ко мне. Нет? Иди, давай. Не бойся, вроде боюсь и не знаю, что делать, да? Что? Оскар.
Так, и дымочек, смотрите, это дымочек. Детки, видите? Да, все уже свои. Привет, дымочек, ну что? Хоть он и писюнчик еще писается от страха, это точно которого избили. Но он уже, видите, смотрите, почти ручной. Вот. А Оскар в тот момент, когда хочешь отснять дымочка, потому что ему очень надо домой, а тут на тебя просто со всех сторон нападает малышня. Малышня. Ай, дымочек, сократик. Ну где там еще Оскар малюк? Оскар малюк. Все хотят домой. И Холли, видите, уже хочет внимания. Ага, видите? Дымок, ну что ж ты вредный такой? На самом деле, просто ему не хватает внимания. Вот это все, что он вытворяет, это просто потому, что он просто требует внимания. Да, Дым? Что такое? Ты почти лайка. И лает он также. Визжит, повизгивает. Ждет обед. Обед ждет, охраняет миски. Все, он не отойдет от мисок, пока не принесут. Деточки, маленькие деточки, смотрите, дымочек получил свой кулончик, молодец. Маленький Оскар получил ошейничек, а наш Сократик уже у него заросла, вот лапочка, вот там вырезали у него, там были проблемки. Ребят, мы все равно сейчас будем каждый день ездить к ним, потому что из-за вируса, из-за карантина. Перекрыты дороги и, перекрыто метро, и, в общем, не все могут добраться на работу, а мы же не можем оставить их голодными, и очень просим вас не... Иди сюда, Дымочек, иди ко мне, красавчик. А ты мой хороший. Привет, малыш. Ребят, до сих пор ищет семью вот этот волчонок. Дымок, умничка, красавчик. Вы знаете, ребят, я вот смотрю, что у Дымка где-то в роду проскакивал кто-то из лаек, потому что хвостик бубликом, конечно же, и вообще, когда ушки поднимает, и шерсть такая, знаете, такая вот пушистая, как бы, хотя щенку уже месяца 4-5, но он вот похож чем-то на лаечку. Это проскакивали. А еще он любит песенки петь. Очень сильно. Такой прямо аж вот сейчас видно у него, когда ушки ставит. Дымочек. Все, ищем все. Кто-то тоже такой большой, ведет себя как ребенок. Это Дымочек приехал на кастрацию в клинику. Ребят, у нас суперсрочное пристройство Дымка. Нужна ваша помощь, потому что Дымок будет отправлен потом на передержку в вольер закрытый, и будет ему там очень плохо. Поэтому нужен дом. Надо будет мою руку с его лапой рядом смотреть. Да, лапы просто гигантские. Дымочек, как дела? Как ты себя чувствуешь? Еще немножечко, терпи.